Друзья, добрый день! Сегодня разбираем очередной ваш вопрос. И прежде чем перейти к вопросу, хочу еще раз напомнить, что есть возможность написать вашу ситуацию, ваш вопрос, и я сделаю разбор в прямом эфире в формате видео на YouTube. Жду вашей истории, и каждый раз за них благодарна. Не только я, а все другие зрители моего канала, для которых также эти истории очень полезны. Итак, вопрос звучит таким образом. Что можно сделать с жизненным сценарием в моей ситуации? В своей семье я не с семьей, с коллегами я не коллега, с художниками не художник. И вообще в любом обществе я вроде не с ними. Свой среди чужих, чужой среди своих. Тяжелое переживание, да, это такое внутреннее состояние у вас, да, центральное, нет ощущения своей стаи, чужой среди своих, и интересно, вы пишете свой среди чужих. Вот это тоже интересно, ну, такая другая грань этого переживания, как это, то есть, когда люди, свой среди чужих, то есть, когда люди вас ощущают как своего, вы их ощущаете чужими. Правильно ли я понимаю? Ну, вот это интересно, да, какая другая грань. Я бы задала вам вопрос, что для вас самое болезненное, неприятное, сложное в этом? Ну, вот есть вот такое состояние, да, вот так вы сейчас проживаете жизнь. И что для вас в этом самое-самое сложное, самое-самое болезненное? И вот ваш ответ дал бы нам дальше направление работы. Например, вы могли бы ответить так, что из-за этого я не могу в полной мере там проявить свой талант. Вот это для меня самая большая проблема, да, потому что, ну, действительно, если вы ощущаете себя чужим, это состояние зажатости, это состояние напряжения, и напряжение это противоположность творчеству. Да? Все, спонтанный творческий психический процесс прекращается. И понятно, что вы не можете себя проявить в этот момент, да? Это болезненно. И тогда я бы сказала про то, что этот сценарий, такое состояние быть чужим везде, это защитная стратегия от того, чтобы проявлять свой талант. То есть любая деструктивная конструкция, сценарий внутренний, это защита. Она имеет защитную функцию. Она была создана вашей же психикой с целью защиты от чего-то субъективно очень опасного. И дальше мы могли бы с вами понимать, в чем опасность для вас, когда вы будете проявляться творчески. Ну, там много тоже интересных, может быть, таких ну, смыслов заложено и так далее. Очень индивидуально у всех. Или, например, на вопрос, что для вас самое болезненное, неприятное в этом сценарии, вы бы сказали про то, что это не дает вам почувствовать близость, создать настоящую близость с другим человеком. И вот это вот, ну, как-то для вас очень важно, и вы не можете это сделать, и за это вызывает страдания. И тогда, конечно, да, мы делаем вывод, что вот эта стратегия, такой сценарий, он защищает вас от близости, потому что близость почему-то субъективно воспринимается как что-то очень-очень такое опасное. Вот, и, ну, опять же, в эту сторону дальше можно работать и смотреть, что там, да, почему это так, и, соответственно, эти вещи менять, потому что изменено может быть то, что проявлено, да, то есть вот, должно что-то проявиться, осознаться, и тогда это можно менять. Что с этим можно сделать, ну, вот, самостоятельно, да? Первое, попробуйте посмотреть на то, тот сценарий, который вы описали, ну, собственно говоря, вы его уже описали, значит, вы уже его наблюдаете, это уже, как говорят в профессиональной психологии, эго-дистонтное переживание, то есть вы не слиты с ним, вы не считаете, что вы и есть это переживание, вы видите это извне, с позиции наблюдателя, как некую игру, некий сценарий, некое состояние, которое проходит сквозь вас, которое вы переживаете. И попробуйте посмотреть на него, ну, вот еще с большей дистанции, да, как будто бы, не знаю, вот вы там, смотрите через 100 лет уже, там, не знаю, может быть, с какой-то другой жизни, другого своего воплощения, на вот, ну, вот такая игра, вот такой способ прожить какой-то момент своей жизни вы выбрали, да, вот безоценочно, просто вот, ну, вот так это есть, да. И дальше задайте себе вопрос, а как бы я хотел прожить
это эти моменты, эти отношения, эти ситуации. Я понимаю так с вашего вопроса, что вы художник, ну, может быть, да, потому что вы писали про то, что с художниками вы не художник и так далее. Может быть, вам ближе будет метафора картины. Здесь можно так, ну, такой пример привести, что вот вы мне принесли картину свою, вот вы нарисовали какую-то картину, там изображен человек, который чужой, в окружении людей, да, вот эти люди, они объединены каким-то чем-то общим, а он чувствует себя там чужим. Вот такую картину вы изобразили. И вы мне говорите, ну не нравится мне эта картина, что делать? Ну что делать? Ну не нравится, ну продайте или оставьте, или выбросьте, что хотите. Нарисуйте ту, которая вам нравится. А что бы вы хотели нарисовать, спросила бы я вас. И точно так же внутренне я вас спрашиваю, вот вам такая игра не нравится, а какая нравится? Как хочется? Это очень важный момент внутри, просто помоделировать, поиграть. Никто не заставляет вас завтра идти и так жить, потому что системы психических защит будут пока еще такой красный огонек, да, зажигать, что ой, опасность. Просто внутри, вот как будто бы картину. Вот нарисовали одну, не нравится. Нарисуйте еще одну. Какую нравится, какую хотите нарисовать. Вот просто как внутреннее упражнение. Второй момент, он тоже касается, если вы художник, ну, в любом случае вы чем-то занимаетесь. Просто если вы занимаетесь искусством, это более понятно, как сделать. Попробуйте выразить вот это состояние чужой среди своих, свой среди чужих, через свое творчество. Вот как если бы это была картина, какая она была бы? Или, не знаю, песня, стих, там, что угодно. Вот как бы это выглядело, рассказ какой-то. Терапия творчеством – это одно из самых эффективных и любимых моих средств. Почему? Потому что два в одном мы пользу получаем. И прорабатываем, освобождаемся от каких-то, условно-деструктивных сценариев, да, болезненных, и дарим миру шедевры, в той или иной степени, да, шедевральности. Но чем глубже боль внутренняя, тем больше шансов, что выражение этой боли в форме какого-нибудь там предмета искусства и так далее, творения какого-то, она будет энергетически очень сильной, а значит будет очень сильно влиять на людей. Это то, что мы называем гениальным чем-то. Вот, потому что чем больше боль, тем больше там энергии, тем больше там напряжения, и тем мощнее получается вот это внешнее творение. Поэтому я этот способ терапии очень люблю и всем клиентам рекомендую. Вот. Ну и начинается этот путь просто с вопроса, вот как бы я это выразил, если вы художник, как бы я это выразил на картине, как бы я это нарисовал. Состояние свой среди чужих и чужой среди своих. Следующий момент. Вспомните, пожалуйста, где, когда, с кем вы проживали состояние свой среди своих. Вот когда вы чувствовали себя вот своим в своей стае. Может, это эпизодические какие-то моменты, может быть, это, не знаю, с попутчиком в поезде 2 минуты, вот как-то раз и случился этот контакт, неважно. Пожалуйста, вспомните вот это состояние, вот как будто бы оно сейчас происходит, как это в теле, как это чувствовать себя в своей стае. А если вдруг, вот никогда в жизни у вас этого не было, хотя очень, маловероятно, потому что это архетипическое переживание, мы все хоть на минуту, но где-то его в жизни ловили. Каждый психически здоровый человек. Потому что если его нет, то психика не выдерживает, скорее всего, будет такая сложная ситуация психическая. Вот, если вдруг не можете вспомнить, вспомните фильм какой-нибудь, книгу, где герой описывает это, вот он был там, не знаю, такой чужой среди своих, везде чужой, а вот раз и он нашел свою стаю, тот же этот... гадкий утенок, вот самое простое, да, про свою стаю, свой среди своих, вот, и почувствуйте, как это внутри, и вот задача такая максимум, это возвращаться в течение дня хотя бы 5-8 раз к этому состоянию. Что значит возвращаться? Просто вспоминать. Этот простой прием имеет невероятную силу и психологическую глубину. Просто вспоминать. И вот поставьте
напоминалки на телефон, запикал телефон, вспомнили это состояние, просто вот раз вспомнили, все. Дальше идите, грустите, падайте хандрите, как хотите, да, в любое состояние, злитесь, какую-то безнадегу переживайте, что хотите. Просто вспомнили и все. Вот это дает очень-очень крутой эффект, потому что состояние начинает разворачивать по-другому ваше восприятие, вы видите другую картину мира, вы по-другому интерпретируете происходящее, вы видите другие возможности, принимаете другие решения, получаете другие результаты. Последний пункт моих рекомендаций. Все же очень вам рекомендую работу с профессиональным психологом. Опять же, я из вашего вопроса делаю вывод, что вы художник, человек творческий. Ну, даже если это не так, все равно рекомендация остается. Но вот творческие люди, они в какой-то мере им психотерапия еще более полезно, чем людям, ну, условно, не творческих профессий, это очень условное разделение. Вот, потому что ваша профессиональная обязанность понимать свои чувства и выражать их, понимать свои состояния и выражать их в какой-то форме. Это то, что происходит в психотерапии. И когда вот у меня много было в работе людей, ну, творческих, да, то, что мы традиционно называем творческими, там, художников, певцов и так далее. И терапия всегда дает невероятный скачок творчеству, качественный и количественный в виде там, проявления внешнего. Вот. И смотрите, как будет работать терапия именно с вашим запросом. В отношениях между вами и психологом будет разворачиваться вот этот сценарий и чужой среди своих. Да? И психолог через отношения сможет глубже понять, как вы бессознательно выбираете эти не свои стаи, да, где вы чужой, как вы становитесь чужими, какие триггеры срабатывают. То есть вот весь этот процесс изнутри по маленькими кусочками вы разберете, тогда этого слона можно съесть. Потому что сейчас вы ощущаете просто уже конечный результат «я чужой», все. А как это формируется, да? Как вы так взаимодействуете, что люди определенным образом к вам относятся, бессознательно вы получаете какие-то послания от людей, которые вас заставляют дистанцироваться, вы им даете бессознательно эти послания. То есть вот работает такой сложный механизм воспроизведения вашего внутреннего сценария, и жизнь вам постоянно это показывает. И вот то же самое будет происходить с психологом, но психолог на то и учился, чтобы держать фокус на том, как это разворачивается, понимать, как вы создаете этот сценарий, и вам это зеркалить, и вместе с вами создавать пространство, где вы сможете в этой работе изменить этот сценарий.